Глупо ставить компьютер, который шумит своими кулерами. Промахнулся по слоту, выломал еще, вижу. 32 гигабайта оперативной памяти. Пылище страшное. И все оно теперь такое тяжелое. Надышался пыли. Я не какой-то там обзорщик. Все как в официальном видео. Привет! Вы смотрите канал Alter Score. И в этом выпуске мы будем собирать с вами мою новую рабочую систему для композитора и вообще для большого музыкального продакшена. Комплектующие из этой сборки я уже немножко освещал в предыдущем видео, но в этом видео мы более конкретно окунемся в сборку. И я специально хотел все так выставить, знаете, как в этих видео, где вот люди, которые обозревают компьютерные комплектующие, вот выставляют там комплектующие для сборки и потом все это собирают. И я вот точно так же хотел сделать. Мне нравится эта тема. Опять же, это все смотрится довольно-таки красиво все вместе. И я рад разделить, конечно же, с вами этот момент. В этом видео мы будем по частям собирать всю систему, по всем деталям. Но мне предстоит сложнейший процесс, потому что нужно все предусмотреть. Моя задача мою старую систему очистить полностью от пыли, корпус, плату и все это, и перенести в этот корпус. И эта система уйдет для работы для моей жены. А все остальное войдет в мой корпус, и мне все это нужно разместить правильно, сделать кабель менеджмент, побеспокоиться о том, чтобы мы полностью избавились от статики, знаете, когда волнуешься, ручонки-то потеют, всякие разряды, возможно, опять же, мы не хотим ничего повредить. Я впервые буду устанавливать большущую башню на процессор, на плату. Я впервые буду устанавливать процессор AMD в плату, потому что с Intel, да ладно, я уже знаком, но тем более, что много лет вообще-то прошло с последней сборки компьютера, где я все сам делал, я все это люблю сам делать, я уже вам говорил об этом. Плюс я не хочу ничего запороть в плане перестановки Windows, я уже, конечно же, заготовил установочную флешку, вот, с которой мы будем все это делать. Нам придется форматнуть этот SSD-диск, который здесь присутствует на терабайт под систему, и мне придется DAW и все программы, все это устанавливать на новый диск. Надеюсь, у нас все получится. Комплектующие у нас хорошие, позволяют собрать отличную суперскую систему. Здесь у нас и материнская плата от Asus TUF Gaming X570 Plus с Wi-Fi. Чипсет X570 позволяет нам разгонять наш процессор. Тут и питательная элементная база хорошая, и вообще по качеству эта плата ничем не уступает многим другим, и при этом она является таким бюджетным достаточно вариантом. У нее немножко есть освещение благодаря Asus Aura Sync. И это, наверное, единственное освещение, которое будет максимально сдержанной будет система в этот раз, потому что система охлаждения башни не имеет никаких подсветок. Плата только в одном месте возле чипсета, маленькая подсветка. Память оперативная без подсветок. Также на выдув кулер взял, который тоже не имеет вообще подсветки. У нас будет серьезная сборка рабочая. В принципе, кто сейчас из тех, кто работает за компьютером, да и вообще смотрит на комплектующие. Знаете, это геймерам свойственно ставить корпус возле себя и смотреть, как оно светится, и восхищаться этим. В нашем случае, когда мы работаем с музыкой, это нецелесообразно, вообще глупо ставить компьютер, который шумит своими кулерами, возле себя на столе, потому что это все попадает на запись, если мы записываем что-то и так далее. Самые главные моменты я вам передам в видео. Лишний раз не рискуем. Не каждый день мы позволяем себе обновить систему таким вот образом. Тем более, что детальки здесь реально не дешевые. Давайте приступим, постепенно делать будем нашу установку. Но начнется все, друзья, не так красиво, как в тех видео, где люди показывают распаковки, где показывают, как они собирают свою крутую систему. Так что это все только начало. Продолжение будет таким. А нужно не забывать, с каких низов мы поднимаемся и где мы живем. Пыль летит в дом, это значит, что пыль вообще дома, и компьютер набирает ее слишком много. И прежде чем мы будем собирать новую систему, нам придется очистить свой корпус от пылища. Все это разобрать, надышаться, намучиться с этим. В общем, таким образом выглядит мой корпус. Текущая моя система — это в Zalman Z11 Plus корпусе вся система моя старая. И для того, чтобы мне все это по-чистому установить, потому что смотрите, сколько здесь пыли у нас уже за годы, я сейчас разберу весь этот корпус
полностью все оттуда достану. Мы продуем сжатым этим воздухом, в общем. Баллон газовый я взял специальный. Вот таким образом выглядит 800 миллилитров чистящего воздуха. И вот этим мы будем продувать его. Я буду делать это, наверное, все-таки на балконе. Сами комплектующие. А что касается корпуса, то потом с него все достану и отнесу корпус на улицу. И мы на улице его продуем уже, наверное, так будет. Но тут реально много пыли за все это время накопилось. И как бы нужно разобрать, чтобы не хочется новые комплектующие запихать в старый пыльный корпус, нужно как следует его почистить. Конечно же, хотелось бы брать новый корпус, но бюджет уже не позволял. Мне нравится то, что у нового корпуса, который мы взяли, ножки над поверхностью, вообще над полом повыше, как бы, то есть он лучше подходит для всяких таких моментов. Но я специально в себе ставлю подставку пенопластовую жесткую под корпус, так что мне нормально будет и с тем. Все, поехали, будем разбирать. Вряд ли я вам покажу весь этот процесс, но буду показывать ключевые моменты. Вот так вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, что думаете уже сейчас об этом под видео, а мы продолжим. Еще напомню, что в этой системе это у нас Core i7-3770, плата Asus P8Z77V Pro, 32 гигабайта оперативной памяти, башня Cooler Master, который хватает с головой реально, чтобы охладить этот маленький процессор, не для разгона. Вот. И блок питания ShiftTech на 750 Вт, очень хороший. Имеет тоже сертификат 80 плюс бронз. Такое. Смотрите, какая за годы я не снимал 9 лет блок питания. Тут вообще просто пылище страшное. И все это нужно очистить, конечно же, чтобы новые детали сюда заехали по-свежему. Достал только что систему. Короче, хочу что сказать. Он мощный, 9 лет он проработал. Никаких нареканий, защищал от всяких перепадов. ShiftTech все-таки сила, он бюджетный все-таки, но в те года сделали, смотрите, вентилятор огромнейший, просто огромнейший, большущий, лопасти, все такое. Он достаточно тихий. Там есть, видно, пластиковая проставка для того, чтобы поток воздуха там был более направлен. Я не знаю, видно ли вам или нет внутри. Но, короче, эта махина реально стоящая. BPS 750C. Я ее продую сейчас, и мы установим в корпус жены, и он дальше будет служить верой и правдой. Ладно, поехали дальше разбирать. Ну и вот мы сняли все с корпуса нашего Залмановского. Сюда опять же станет Be Quiet новая вертушка на задний этот. В общем, будет круто, я думаю. А вот эта система моя, которая стояла здесь, я ее достал. Вот все это я еще дополнительно продую, и оно переедет в корпус моей жене. Этого конфига хватит ей просто на все задачи. Мелисса, поздоровайся. Мелисса, поздоровайся, кошак. 346 minutes later. Итак, я отчитываюсь. Собрали пока что, собственно, системный блок жене с моими комплектующими. Вот как это все смотрится. В новом корпусе мы собрали, свои еще не успел собрать. Вот таким образом. Уже прилично потемнело, пока я все это делал. Свою систему, не знаю, успею ли я собрать в этот же день, потому что слишком много всего. Я корпус долго свой чистил от пыли. Вот, смотрите, пришло. И это очень тяжко, на самом деле. Корпус за годы так запылился, что я его толком не смог нормально чистить. Это мой. А этот новенький, да, я вот, правда, промахнулся по слоту, выломал еще, вижу, не тот. Потом второй надо было выламывать. Короче, будет пробел такой. Корпус прикольный. Вот этот GameMax. Система моя полностью теперь здесь стоит, в этом PC-шнике. Старая видеокарта, у нее кулер сдох, и пришлось импровизировать. Второго кулера идентичного не нашел. Я взял 60-ку и стяжками ее присобачил к радиатору. И вот оно на Молексе постоянно будет вертеться. Вот такая система. Она очень хорошая. Как бы это то, что я... То есть, по сути, мой компьютер. Все. A few minutes later.
Seconds later. One eternity later. Итак, наконец-то я собрал полностью материнскую плату с кулером башни и память поставил и поставил SSD. Сложнее всего было нанести правильно термопасту и поставить башню правильно и натянуть вот этот средний вентилятор. Это было сложнее всего. Короче, жесть. И все оно теперь такое тяжелое. Но вроде стоит, я крепко закрепил, надеюсь, все будет хорошо. Осталось теперь только все это установить в системный блок, в корпус, поставить блок питания и подключить. К слову, 12 ночи. На канал ставьте лайк, комментируйте, что думаете уже сейчас об этом под видео, а мы продолжим. 3:28 a.m. Вы смотрите продолжение этого видео. Я снимаю на следующий день. Просто вчера слишком много было чего переставлять и чистить мой корпус. И пока я установил все со своей системой в корпус новый для жены, надышался пыли. И сегодня очень тяжко, но и свой компьютер собирал, и все это до того дошло, что допоздна практически, я чуть ли не до 3 ночи. Я еще не запускал и испытываю некоторый страх по этому поводу, потому что, не знаю, как оно заработает, все ли будет хорошо. Это, конечно, было очень непросто, потому что я первый раз устанавливаю процессор AMD, переживал по этому поводу. Первый раз устанавливаю такую огромную башню. Башня реально огромная, корпус-то мой Zalman тоже, это вроде все-таки Mid-Tower, но это Mid-Tower большая. Край кулера башни практически один в один к краю корпуса, благо есть такая в дверце выемка с окном, то есть проблем не будет с закрытием двери, но этот кулер абсолютно очень тяжко было, потому что корпус этот, еще один из минусов, то, что там кабель питания процессора, тяжко пропихнуть, его нужно заранее туда просовывать до того, как мы плату ставим, и иначе просто никак его туда не просунуть, и плюс подключать все это нужно только после установленной платы, на которую уже установлен этот кулер. И это, смотрите, даже вот сейчас, если видите, вот модули памяти, они полностью перекрыты кулером и вентилятором, и башней и вентилятором, и получается доступ к ним закрыт абсолютно. Любые провода подсоединить из этого кулера очень-очень сложно, то есть реально нужно об этом думать наперед, что как, и конечно же этот кулер лучше подошел бы к башне Full Tower. А спонсор нашего выпуска – отвертка Big White. Отвертка Big White. То, ради чего стоит покупать большой кулер. В общем, вот таким образом мы собрали систему. Блок питания Big White поставил, он оказался чуть-чуть меньше даже выходит, чем вроде бы чуть-чуть совсем. Или почти такой же, как мой прошлый Chieftec. Кстати, да, все-таки достал Chieftec, сравнил по качеству. Big White намного качественнее по материалам и по шнурам, чем сам Chieftec. Очень удобно было все сделать. С ним я все присоединил. Процессор. Было, конечно, у меня казус с термопастой. Делал все как в официальном видео. В
выдавил пасту на процессор, в итоге вышло слишком много, и когда я придавил процессор кулером, все прикрутил, то паста начала вылезать с одной стороны очень сильно. Не так, чтобы очень прям сильно, но прилично сильно. И мне пришлось доставать ее, чуть-чуть вытирать сбоку ватной палочкой. Я надеюсь, что все будет хорошо. Но говорю открыто как есть, потому что, как видите, не без этого. Всегда будут какие-то казусы, и когда ты сам все делаешь, да. Кстати, такое возможно, что и профессионалы могут сделать. То есть, там, я просто очень сильно хотел, знаете, чтобы процессор нормально охлаждался. И, соответственно, термопасты я дал немного, но она такая была вязкая, густая, и было непонятно, насколько ее там вообще есть. И прижалась с кулером. В общем, надеюсь, все будет хорошо. Будем запускать систему и будем сравнивать тесты с параметрами в DAW моего старого процессора и этого процессора. Конечно, много факторов влияют на конечный результат, но мы сравним на тех же самых настройках. Плюс мне предстоит еще длинный процесс установки Windows и всех драйверов, всех плагинов и прочего. Так что времени это занимает очень и очень много. А мне сегодня еще выпуск готовить один. Так что, надеюсь, я все успею. Lot of boring math later. Much later. Ну что же, пришло время подвести итоги нашей сборки компьютера. Что я хочу сказать по этому поводу? Планировал, что буду собирать поэтапно, снимать все, как я буду устанавливать. Но опять же скажу, что времени было в обрез, и это и так слишком муторная тема. Плюс я не какой-то там обзорщик компьютерных комплектующих, поэтому я эту тему решил опустить. Уже спешил, по сути, потому что все-таки есть у меня некоторые подвязанные проекты, и нужно было делать работу, нужно было быстро перенести все, а мне нужно было заново поставить Windows на новые диски и все это восстановить, все эти файлы. Я буду до сих пор еще много чего нужно восстановить проектов, которые у меня были по музыке, подтянуть все эти пути, я кое-что оптимизировал, поэтому не было времени, по сути, на то, чтобы снимать на видео, показывать, как я их устанавливаю. Но сам обзор комплектующих я уже вам показал, вы их видели, то есть, по сути, сейчас я хочу отчитаться по поводу системы, все ли я собрал, все ли хорошо получилось. Да, я за те все годы, в принципе, ничего не забыл, есть инструкция, как всегда, вы всегда можете сами это сделать. Еще раз скажу от себя, для тех, кто занимается музыкой, советую вам собирать компьютер, не ноутбук, собирать самим комплектующие, подбирать, советоваться, возможно, со специалистами. Можете спрашивать у меня, я не специалист по комплектующим, но я сам окунулся туда и разобрался, что мне нужно, что нужно, возможно, вам подойдет. И я делюсь опытом, советами, без всякой воды, только по факту. Поэтому я могу вам дать совет касательно системы, которая вам нужна для музыкального продакшена. Так как я делал свою сборку спустя 9 лет, мне нужно было топовое железо, чтобы я еще плюс 5 лет мог сидеть на том железе, которое сейчас я взял. Поэтому еще раз советую вам выбирать самим комплектующие, самим собирать, ничего сложного нет, если придерживаться инструкции, а в инструкцию стоит заглядывать, потому что есть много людей, которые жалуются, что у них что-то не так, а потом оказывается, что они в инструкцию не заглядывали. Нужно это делать обязательно. И именно это будет гарантией того, что вы все, скорее всего, соберете правильно и проблем у вас не возникнет. Работает ли система справно? Да, работает, я собрал, все хорошо. Самая большая сложность была действительно в том, чтобы почистить старый корпус от всего лишнего, от пыли, которая там насобиралась. Могу сказать некоторые отличия, которые в итоге я увидел. То, что по сути корпус меньше светится. Добавилась небольшая подсветка в материнской плате Aura, совсем чуть-чуть, но корпус в смысле внутренности выглядит очень серьезно благодаря компонентам Be Quiet. Это и кулер Be Quiet, там два вентилятора с башней, серьезный вид. Это задний на выдув. Кулер поставил, поменял залмановский на Be Quiet. Я планировал, что буду разгонять процессор. Но сейчас, когда я увидел, что Ryzen 7 5800X работает сам, бустится в процессе нагрузки даже просто от 3008 МГц до 4800 МГц, то есть, чтобы вы понимали, это очень много для процессора, для одного потока. Здесь 8 ядер и 16 потоков. Этого более чем достаточно для музыкального продакшена, и для нашей работы это в таком еще, скажем, относительно бюджетном сегменте это топовый процессор, и с такой частотой его достаточно. Поэтому я решил, что я не буду подвергать себя риску, лишних денег на еще один такой процессор нет, поэтому я не буду его разгонять. И
И буду использовать с такой частотой, потому что когда вы разгоняете, то вы по сути рискуете гарантией. Гарантия нивелируется, если вы его разгоняете, если вы подвергаете его нагрузкам большим, чем это было представлена разработчиками заводская частота. Поэтому такой риск нам не нужен сейчас, и я думаю, что где-то год-два я буду работать в таком формате, а через годика-два, когда выйдут новые процессоры, и возможно ощутится, что этот окажется чуть-чуть слабоват, то мы тогда его прогоним и посмотрим, на что он способен. А до тех пор, я думаю, что частоты, которые есть, будет большинству из нас хватать. Я думаю, что я все сказал. Если я что забыл, я вроде бы все взвесил, кстати, да. Конечно, система заметно работает быстрее, все загружается быстрее, проекты тоже быстрее. А при тех же условиях проекты, которые открыты были в старой системе, с этой не пикует ничего, не клипует. И я доволен, в принципе, но еще должны пройти дни, чтобы я как бы приловчился к Ryzen и привык к новой производительности. Протестировал днями, скажем так. Если что-то будет новое, я буду писать. Пишите в комментарии, что думаете по поводу этой сборки. Я стараюсь не спешить в изложении каких-то деталей. Хочу вам все детально рассказать, пояснить, потому что будут, конечно, тайм-коды для тех, кто всегда спешит. Вот, но в как более в сжатом виде я не вижу возможности все это вам представить. Потому что хочу поделиться опытом, не хочу ничего забыть. Вот, и хочу, чтобы вы воспользовались моим опытом для решения своих задач. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравилось это видео, моя сборка. Надеюсь, что вы также оценили и были рады моей обновке. Я был рад поделиться с вами. Я не в плане хвастовства, еще раз, я только делюсь просто опытом, потому что эта тема интересная и касается нашей работы, и целесообразно ее делиться. Я рад был поделиться с вами обновлением. Я очень рад, что оно у меня все-таки состоялось. И это долгожданное такая для меня событие, долгожданное для меня. Я очень рад, что мы наконец-то собрали себе систему. Осталось только купить видеокарту хорошую, более новую, и купить 2 монитора 27-х, чтобы составить для работы. Что касается системы. Вот. А в остальном все отлично. И я желаю вам, конечно же, тоже собрать себе качественную систему. Если что, если нужны будут мои советы, пишите в комментарии под видео, мы еще обсудим эту тему. Всем спасибо за просмотр. Вы смотрели канал Altermor Score. С вами был я, Altermor, либо Александр. Увидимся с вами, как всегда, в новых моих видео. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, ставьте лайк и оставляйте комментарии. Не забывайте, помогите этим моему каналу продвигаться и получить больше подписчиков, потому что у нас еще будет много всякого интересного материала. Ставьте также колокольчик, чтобы не пропустить следующее мое видео. Еще раз желаю вам творческих успехов. Всем спасибо, всем пока.